Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте большой палец вверх и нажимайте на колокольчик. Деритесь, ругайтесь, соглашайтесь, только не оставайтесь равнодушными. Снова скажу, просто не перестаю повторять, что чудес в жизни не бывает. Не бывает сразу, легко и вдруг. И то, что я описываю, кажется простым и обыденным, но в жизнь воплощается с величайшим скрежетом. Почему? Да просто потому, что то, что дано нам природой, наша суть, беспредельно богата и изначально почти совершенна. И наша задача ей помогать или, по крайней мере, не мешать. Для того, чтобы научиться пользоваться этим бесценным даром, стоит долго трудиться. И желательно под руководством хорошего учителя практики. Я же в моих постах и роликах даю очень отрывочные и краткие инструкции. И было бы воистину гениально уметь их воплощать в жизнь. Но это уже совсем другой уровень. А пока избегаем по психологии, учимся побеждать обстоятельства. Как всегда, выходим или выползаем из тени и начинаем жить. Итак, продолжаем новогоднюю тему. Обещание себе на Новый год. Мы все и всегда откладываем на потом. Красиво это называется прокрастинируя. Элегантно, импортно. И делает нас членами некого клана избранных. Великой секретной ложи скрещенных мечей. Но если не обманывать себя витиеватыми объяснениями, представьте, что мы становимся жалкими лакеями в ливрее у дверей из-за природной скромности, приоткрывающими для других, не для себя, двери новых перспектив и возможностей. И пропускаем вперед всех, кто активнее, заинтересованнее, азартнее, наглее. Да разве мы в этом виноваты? Это такая особенность нашего характера. Совсем безобидный и мелкий грешок. Да неужели? А не мы ли пропустили кучу открывающихся и нереализованных возможностей? Прекрасную девушку или парня, возможных, способных стать нашими партнерами на всю жизнь. Выигрышную должность или работу. Остановились на пороге и не стали отстаивать свои интересы в конфликте. Не одернули хама, промолчали, когда можно было высказать свое мнение и заявить о себе. А кто и что заполнило то пространство во времени, в котором не оказалось нас, возможно, совсем не самый умный, опытный, хороший и добрый человек. А может быть, оно просто растворилось и сгинуло в пропасти прошлого. Как песок времени из самого нашего существования, непрерывно просыпающийся сквозь наши пальцы. Честно говоря, я многие годы, работая с людьми, вижу, что все возможности избавиться от этого элегантного, но чрезвычайно вредного гнойника моими клиентами начинают рассматриваться и реализовываться не потому, что я им об этом сказал, а рассказал пару десятков или даже сотен раз. А тогда, когда они сами созрели до этих шагов. Уместно вспомнить такую притчу. Однажды вечером, после жаркого дня, мастер отправился на реку. К нему подошел молодой человек и спросил: «Мастер, а как найти Бога?» Мастер схватил его за шиворот и с силой окунул в воду с головой. Тот пытался вырваться, но мастер держал его очень крепко. И когда наступил критический момент, молодой человек, отчаянно сопротивляясь, вырвался. И тяжело дыша, он закричал: «Мастер, да что же вы сделали?» Когда ты захочешь найти Бога так же сильно,
Как хотел дышать, ответил мастер. Только тогда ты сможешь найти его. Такие разные люди приходили ко мне. Те, кто приехал без гроша завоевывать Москву, прошедшие 7 кругов ада и сумевшие найти свой путь, добиться признания и благосостояния. Приходили состоятельные москвичи и их дети, пресыщенные жизнью, впавшие в тоску и кручину, не чувствующие в себе сил на значимое решение, не готовые к изменениям. Ко мне обращались власть придержащие, познавшие все, что покупается богатством, погрязшие в грехах и наслаждениях, и не знающие, что еще предпринять, чтобы получить новую дозу удовольствия. И я глубоко убежден, что одного желания чего-то захотеть недостаточно. Желание и способность хотеть должны дополняться обстоятельствами, побуждающими человека незамедлительно действовать. И если таких обстоятельств нет, и, как говорится, жареным не пахнет, он может прокрастинировать всю свою жизнь. Детская загадка. На берегу сидело 5 лягушек. 3 решил спрыгнуть в воду. Сколько осталось на берегу? Правильно. 5 и осталось. Ведь решение не значит действие. Вот, например, при обследовании в одном из топовых мировых вузов выпускникам было предложено рассказать о своих отдаленных и структурированных целях. И выявлено, что только 3% из них имели такие цели. А спустя 20 лет выявлено, что суммарный доход этих 3% превышает суммарный доход остальных 97%. Поэтому, господа, с вашего разрешения, в этом обзоре я не буду всерьез и подробно останавливаться на сотне разных причин прокрастинации и методах ее преодоления. Если вы сами испытаете хоть малую толику интереса к этой проблеме, вы сможете обнаружить в себе такие его предпосылки, как, первое, максималистское или перфекционистское убеждение, что не все варианты изучены, и бесконечное их перебирание в поисках наилучшего, глубоко заложенное в нашей культуре и один из самых распространенных грехов или страхов — совершить ошибку. А если не идеально, не будет сделано вовсе. Второе. Инфантильное желание иметь все и сразу, не терпящее каких-то ограничений в выборе. Детское хочу и топотание ножками. А если не все, то назло бабушке ничего. Третье. Отсутствие истинного желания и хотения что-то реально делать и строить планы достижения этого. Когда любая задача осознанна или, может быть, даже нет, всячески дискредитируется с тем, чтобы убедить себя в ее бесполезности и избежать самого действия. Четвертое. Защитное и раболепское. Довольствоваться малым, если для большего нужно приложить больше усилий. А еще, не дай бог, рискнуть. Масса людей безвольно плетутся на обрыдлую работу, обессиленные, выгоревшие, падают после рабочего дня на диван, уверены, что их сил уже не хватит ни на что. Такова жизнь. И с ней надо смириться. А усталость – своеобразный вариант бунта организма, прокрастинатора, который сигнализирует нам о том, что у нас не хватает ресурсов для выполнения задачи. Откладывать дела – это очень частый синдром выгорания. Пятое. При ощущении давления со стороны окружающих у многих возникает желание побыстрее сбросить с себя ответственность.
и сделать дело первым попавшимся способом, а потом уж винить себя в легкомыслии. А посему просто паническая боязнь ответственности, и в том числе за свою жизнь. 6. Естественно, тесно связанное с предыдущим пунктом. Нежелание чем-то выделяться из толпы, основанное на убеждении, что жить не так, как другие, или делать что-то необычное, неправильно и заслуживает всеобщего порицания. Итак, если мы обнаружили в себе возможную причину своей прокрастинации, теперь можно прибегнуть. Или первое, к навыкам тайм-менеджмента, планирования, или же построения дробных и малых целей, нарабатывания навыков взаимодействия со своими эмоциями, мечтами, мыслями. Но любые возможности, методы развития самомотивации, самодисциплины начинают работать только при нужной изначальной заинтересованности, уверенности в успехе, мотивированности, то есть ценности предполагаемого вознаграждения для самого человека. И тогда уже можно учиться строить и дробить планы, поощрять себя, взращивать свое самоуважение, осознанно настраивать себя на успех, искать способы преодоления внутреннего сопротивления, партнеров или мотиваторов перемен, создавать необходимые условия, дедлайны, расставлять цели по матрице Эйзенхауэра, распределять силы и медитировать. Да мало ли чего еще. Воистину, силы и возможности человека могут стать бездонны. Дай ему только волю и веру в победу. А значит, милые вы мои, настоящие и будущие клиенты, в наших силах добиться всего или почти всего. Нам всегда чего-то немножечко недостает. И как кажется, над этим немногим, чего именно нам с вами недостает для того, чтобы обрести свою судьбу или счастье, мы с вами и будем работать. И в каждом отдельном случае искать необходимые ресурсы и использовать их. Я верю в вас зачастую значительно больше, чем вы на первых порах позволяете себе верить в самих себя. Но это преодолимо, если вы хотите и готовы быть успешны и счастливы. Давайте стремиться к этому вместе. На этом позвольте покончить с этой темой прокрастинации. И если у вас все-таки возникнет желание воспользоваться конкретными советами по выходу из прокрастинации, проштудировать детали, овладеть пошаговыми инструкциями, постараюсь именно для вас позднее сделать более подробный обзор. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Благодарю за внимание. Пишите комментарии, какие темы вы хотели бы, чтобы мы с вами разобрали. Задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И мы сможем с вами делать эти встречи чаще и поговорим о множестве путей выхода из самых разнообразных затруднительных ситуаций, с тем, чтобы делать более решительные шаги навстречу своему будущему. До новых встреч! Ваш архитектор судеб доктор Куров.